Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Мураев на связи прямо сейчас. Евгений Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Друзья, всем большое спасибо, что следите за нашими встречами. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте активно и, конечно, присоединяйтесь, к разного рода инициативам. Но они все направлены ровно на то, чтобы вот этот бушующий мировой пожар, хоть как-то, если не согреться возле него, то подальше держаться и как-то вот трезво посмотреть на происходящее. Этим будем заниматься сегодня. Начать наш разговор я бы хотел с иранского вопроса. Слушайте, по-моему, бардак какой-то. Вроде переговоры, вроде бы там, есть какие-то договоренности. Ормуз, будет сухопутная операция, не будет по его разблокировке. Трамп говорит, да мне плевать на этот пролив, у меня свои цели, если свои, то какие. И рассматривают прям то ли десантную операцию, ядерный заряд, обогащенный уран забрать, то ли захватить часть побережья и остров Харк, центральный остров нефтеносной мощности. Ну и все вроде как ажиотаж вокруг этого. Но, если так посмотреть за этот месяц, санкции с нефти Ирана сняты. Иран вовсю уже говорит, давайте деньги и проходите через пролив. То есть мы видим абсолютное какое-то преображение этой войны. Как вы расцениваете позицию на сегодняшний день США, Ирана, арабов, и Израиля? Я смотрю на это вообще совершенно по-другому, Саш. На самом деле мы с вами много раз говорили о том, что череда конфликтов будет предвестником смены мирового порядка, вернее, катализатором, который будет ускорять эти процессы. И на сегодняшний день, в том числе и энергетический кризис, который образовался вследствие Израиля, иранской и американской войны, он оказывает влияние на весь мир. Посмотрите, что творится в Великобритании, что творится на европейских рынках. И надо понимать, что это только начало, поскольку это будет иметь дальнейшее продолжение, окажет огромное влияние на всю экономику. И плюс, безусловно, это может иметь геополитические последствия для всего мира и для роли Соединенных Штатов в нем. По какой причине? Потому что если сейчас Трампу не удастся одержать победу, а по его попыткам закончить, во-первых, вести переговоры, непонятно с кем, а во-вторых, то проводить операцию, как вы сказали, то не проводить, то освобождать Ормузский пролив, то оставлять его под контролем Ирана, это так или иначе может ударить по его позициям внутри Соединенных Штатов раз, по позициям Соединенных Штатов в регионе два, и третье по отношению США и его союзников в мире в целом три. Поэтому на сегодняшний день очень важно, чем эта развязка закончится. Учитывая то, что инициатором этих событий все-таки был Израиль, вернее, Нетаньяху, если, я думаю, ваши зрители помнят, мы это неоднократно говорили, все изначально началось с того, что Нетаньяху попытался избежать уголовной ответственности по 3 уголовным делам, которые возбуждены в отношении него, расследуются в отношении него и не доходят до логического завершения, потому что он вступил сначала в борьбу с Газой, потом масштабировал и перенес, спроецировал свою агрессию на страны Персидского залива, поскольку было совершенно очевидно, и Иран предупреждал, что агрессия в его адрес отразится на всем регионе и, соответственно, на мировой экономике. Трамп уже несет достаточно большие издержки с этим связанные. Если вы видели, и его когда-то сторонник Такер Карлсон уже публикует и прослушку Нетаньяха, и настаивает на том, что, в принципе, Израиль, Соединенные Штаты втянул в невыгодную для США войну раз. Во-вторых, по всем американским СМИ, которые в первую очередь, конечно, относятся к демократам, уже распространяется мем, который звучит как «така». Но в переводе это означает «Трамп всегда дает заднюю». То есть, по сути, то, что мы с вами говорили, началась избирательная кампания, промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. И сейчас на многие события надо смотреть через призму смены миропорядка, через призму избирательной кампании в Штатах. Поэтому события на самом деле интересные, непредсказуемые, потому что сейчас прогнозы делать крайне неблагодарно. Одно понятно, что рост нефти свыше $130 за баррель больно ударит и выведет и стагфляцию и стагнацию многих отраслей, на самом деле, и ударит по платежеспособности домохозяйства, соответственно, снизит финансовые возможности многих государств и
в том числе союзных объединений. Я имею в виду в первую очередь Европейский Союз, потому что он является самым пострадавшим, да, в этих событиях, если обратить внимание на запасы нефти, которыми обладает Китай, на возможность его компенсировать рост стоимости энергоресурсов за счет продажи и увеличения стоимости товаров, которые востребованы во всем мире. А кроме того, за последние 10 лет Китай максимально увеличил свою энергобезопасность, да, за счет возобновляемых источников, за счет ядерной энергетики, за счет развития собственной добычи, да, с 40 до 28%, что помогает ему проявлять крайнюю устойчивость, в том числе во время роста цен на энергоресурсы. Поэтому сейчас, конечно, будет колоссальный удар по Европейскому Союзу, а с точки зрения доходности, да, она вырастет в первую очередь у Штатов, как ни странно, да, у сланцевиков, которые природно поддерживали республиканскую партию, и у Российской Федерации, если ее экспортный потенциал не будет ограничен ударами по инфраструктуре. Но насколько пока я понимаю ситуацию и смотрю аналитику, да, несмотря на все бравурные заявления украинских телеграм-каналов и украинской власти, особо удары по инфраструктуре на объеме экспорта пока не сказались. Ну, пока да. Посмотрим, что будет дальше. Вообще, этот энергетический кризис многие связывают с каким-то мировым потрясением а-ля локдауны во времена ковида. Ну, вот даже так. Страны вводят ограничения на потребление. Развитые, серьезные страны. На экспорт это уже понятно. На потребление внутри. То есть там чиновники не могут кататься туда-сюда по своим служебным и не только делам, да и гражданам говорят, там не перемещайтесь. Экономия, тотальная экономия. Конечно, мы живем в период постправды, да, и многие на самом деле действия, которые предпринимают правительство, носят исключительно пиар-характер, да, и никоим образом, ну, расход топлива чиновникам не может предотвратить энергетический кризис. А самое главное, если на самом деле сейчас посмотреть на долгосрочную, среднесрочную перспективу, если рост на нефть и на СПГ не превысит еще 20%, да, то потери мировой экономики не будут исчисляться больше, чем 1%. Это существенно, ощутимо, но пока не является катастрофой. Если же кризис затянется, если мощности в Персидском заливе будут производственные, я имею в виду, выведены из строя, да, то есть если удары взаимные по инфраструктуре, добывающей, перерабатывающей, логистическим мощностям продолжатся, то в долгосрочной перспективе при росте цены на нефть там, до $200, конечно, кризис будет значительно ощутимым. Но если на самом деле посмотреть на философию всего происходящего, да, мы должны понимать, что предыдущий миропорядок был сформирован в том числе и на мой взгляд, несправедливой мере стоимости, вернее, потребительской стоимости товара. Мы с вами уже обсуждали, что технологические гиганты, например, Apple, да, стоимость которого оценивается в 2 триллиона, сопоставим с ВВП такой страны, как, допустим, Российская Федерация. Хотя вот если Apple из нашей жизни пропадет, абсолютно ничего не случится. А вот жить без воды, еды и энергии невозможно. И то есть получается, что все европейское благополучие и все благополучие, так скажем, капиталистического мира было построено на колониальной системе регулирования стоимости энергоресурсов. Да, вспомните, какая стоимость по долгосрочным контрактам была, допустим, между Россией и европейскими государствами до начала украинского кризиса. Да, это была цена для Венгрии, допустим, 180 евро, для Германии 200. Соответственно, то, без чего, вернее, то, на чем строилось благополучие европейского капитализма, да, оно сейчас уходит в прошлое. Соответственно, будет перераспределение и уровня жизни, да, если так можно сказать, географическое перераспределение, будет совершенно другой подход к формированию меры стоимости товаров первой необходимости, да, в первую очередь, повторю, это вода, еда, энергия, и, соответственно, будет пересмотрен вообще весь промышленный уклад, да, и перераспределение нормы прибыли, да, которые получали те или иные техногиганты или предприятия. То есть это своеобразная мировая революция, да, которая, в принципе, наверное, давно назрела, и ту, которую мы обсуждали еще, когда делали такой проект, который назывался «Формула страны», и говорили о том, что с
скоро, когда при климатических условиях, да, большая часть планеты станет непригодной для жизнедеятельности человека, начнется массовая миграция, к которой необходимо готовиться. Но вот произошли события, да, которые, по сути, перекраивают мир, экономику мира, а значит и жизнедеятельность человека, да, приведет к глобальной миграции капитала, рабочих рук, технологий, но уже сейчас на фоне вот этих геополитических изменений. Это важный вопрос, важный аспект. И эти два конфликта, да, и особенно последний, они как раз являются главным катализатором этих процессов. У нас есть некий временной дедлайн, точнее как, точка во временном отрезке, это 14-15 мая, куда с апреля отодвинул Трамп встречу с Си Цзиньпином. Соответственно, многие делают вывод, что до 14-15 мая все точно закончится. Все вот точно закончится. Ну и, понятное дело, объявленной или реальной, ну то есть мнимой или настоящей, но тем не менее медийной победой Соединенных Штатов Америки. Иначе как ехать к Си Цзиньпину? Как вы думаете, правы эти люди, которые так считают? Или, ну ничего страшного, отодвинут еще на месяцок? Саш, вот я вам скажу объективно, да, на самом деле, еще раз, прогнозы абсолютно неблагодарное дело, да, и чем громче их кто-то делает, да, тем больше вероятность того, что они будут несостоятельными. Но, во-первых, Трамп может отодвинуть куда угодно и когда угодно, что угодно. Он абсолютно нетипичный, не консервативный политик, да, и мы прекрасно с вами понимаем, что он иногда разговаривает с пустотой, называет и артикулирует вещи, которые не имеют ничего общего с реальностью, и тем не менее это так или иначе сходит ему с рук, да, он дважды становился президентом Соединенных Штатов, хотя, по сути, его политика не сильно отличается от той, которая была раньше. Просто сейчас он чуть более откровенно зарабатывает, да, на конфликте, на инсайдах, на определенных вопросах, да, и вот недавно был слив информации, да, о том, что Хексет, министр обороны, пытался вложить деньги в оборонный комплекс, да, но ему не дали накануне конфликта с Ираном. То есть он понимал, что ставки и акции этих компаний будут расти вверх. Не получилось, ну что-то технически, не то, что там кто запретил, а он Потому что были вложился. необходимы соответствующие, насколько я понимаю, разрешения регулирующих органов, которые просто он не успел технически, но по сути ему не разрешили, да, это сделать. И сейчас этот конфликт вылез на поверхность, и, соответственно, мы понимаем, что страной руководят бизнесмены на сегодняшний момент. И, наверное, оценивать их с точки зрения политической культуры и стандартной дипломатии не стоит. Поэтому еще раз, Трамп может отодвинуть. Трамп точно не сможет убедить Си, победил он или нет. Но давайте откровенно, Ормузский пролив — это не единственная точка соприкосновения Соединенных Штатов и Китая, чтобы она была той последней козырной картой, которая победила бы позицию КНР, да, и помогла Трампу отжать все то, что он хочет отжать у Китая. На сегодняшний день, на самом деле, Китай и Соединенные Штаты плотно интегрированы друг в друга, взаимозависимы. Китай точно так же зависит от рынка Соединенных Штатов Америки, приблизительно 10% товарооборота, а это достаточно много для такой огромной страны с таким большим населением и с таким товаропроизводством. Поэтому я думаю, что они будут искать компромиссы, но Китай все больше и больше, да, отстаивает свою позицию, и периметр, в который входит все больше и больше стран, но он не ведет такую агрессивную геополитическую игру, как все остальные центры мирового влияния, в силу своего менталитета, в силу своих культурных особенностей. Поэтому я бы вообще на эти даты не ставил больших геополитических прогнозов и тем более ожиданий. То есть конфликт может затянуться надолго, поскольку он является очень важным, еще раз повторю, регулятором и катализатором. Оставлять под контролем Ормузский пролив Ираном будет означать геополитическое поражение Соединенных Штатов, учитывая, что Иран имеет тесные связи с Китаем, и товарооборот за последний месяц, чтобы вы понимали, вырос Китаем на 38%. Вот. Точно так же имеются стратегические отношения с Российской Федерацией. Соответственно, страны залива, на долю которых приходится порядка 20% добычи нефти и сжиженного природного газа, да, который на самом деле очень быстро невозможно заместить, а значит
зависимость от него поставит Европу буквально на колени, да, не только, еще раз повторю, домохозяйство, не только энергоемкие отрасли, но и всю промышленность, а значит экономику, и значит политические элиты Европейского Союза, и поставит под вопрос вообще его существование, поскольку мы так видим уже достаточно сильное центробежное ускорение, видим сегментацию. Мы с вами свидетели, да, позиции Венгрии, Словакии, Чехии. Я думаю, что в случае, если ситуация экономическая усугубится, брюссельская бюрократия потерпит фиаско, да, мы еще увидим демарш Италии и многих других государств. Поэтому это очень важный инструмент в перекройке сфер влияния и в формировании новых геополитических центров. Кроме того, несмотря на то, что последние годы страны Персидского залива в военном отношении и в военном сотрудничестве ориентируются больше на США, влияние Великобритании в регионе достаточно велико, особенно на Катар, Оман, и, соответственно, это тоже удар по экономике Великобритании. Мы с вами говорили, что ее медленно отодвигают с арены, она теряет свое геополитическое влияние, и новый международный институт, который пытается создать Трамп, это Совет мира, в первую очередь призван для того, чтобы лишить Великобританию и Францию права вето, хотя право вето до сих пор не предложено ни Китаю, ни Российской Федерации, поэтому они, в общем-то, это приглашение не приняли. Но если я правильно оцениваю ситуацию, я думаю, такое предложение последует, и эти три государства будут иметь привилегированные права, да, в этом новом международном институте, который заменит рано или поздно Совет Безопасности ООН. Страны Персидского залива посещал Зеленский, и какой-то он не такой вернулся оттуда. Во-первых, хорошие встречи, важные, по всем странам проехался. И Катар, и Иордания, и Эмираты, и Саудовская Аравия. Подписал очередные документы о военном сотрудничестве. Причем очень интересно, в медиа гуляет версия о том, что вот этот выпад Трампа по поводу наследного принца, да, что он должен поцеловать в зад. В общем, очень жесткое выражение. Там на самом деле такого подобного не прощают, но смолчали арабы на этот выпад. Он именно потому, что Трампу не понравилось, что там Зеленский ошивается со своими дронами и перехватчиками. Эпизод странный. Ксир сообщает о том, что он в Дубае уничтожил склад некий, судьба 21 человека, которых привез или отправил Зеленский защищать небо над Ближним Востоком, неизвестно. Вышел МИД, сказал, это все фейки, не верьте, иранцы, провокаторы, в общем, ничего не было. Все все и псо. Но фон это создает. И вот в чем Зеленский изменился? Он выходит и начинает прям активную кампанию, то есть отвечает на вопросы журналистов по телефону голосовыми, встречается с журналистом Axios и фактически открыто после такой заочной перепалки с Рубио говорит, атакует Америку. Говорит, Америка, значит, нас заставляет уходить из Донбасса, а мы как это взять и уйти? Мы не агрессор, мы не должны платить. И считывается это как воззвание ко всему миру. Я помню, и с вами, и со многими другими экспертами мы говорили, что придет какая-то такая точка, когда Зеленский вскрикнет на весь мир: ах, подлец Трамп, он нас предал, он там вообще чуть ли не агент Краснов и за Россию, и весь мир скажет: вау, ничего себе, и, в общем, возглавит этот шаг, перформанс, коалицию против Трампа. То есть фрагментация, перекройка мира в этом ключе. Как вы оцениваете этот визит на Ближний Восток, и что с ним там такого произошло? Что сейчас, с одной стороны, готовы на все перемирия, все виды перемирия на Пасху, и долгосрочные, и еще другие, но с другой стороны, такие накаты на американскую сторону и такая электрика, такие искры между ними, с чем связаны? Саш, мы с вами неоднократно говорили, да, и прогнозировали, да, развитие ситуации, когда украинский кризис подойдет к концу, чем это будет ознаменовано, да, что этому будет предшествовать. И мы с вами обсуждали, что как только деньги из конфликта изымут, учитывая зависимость Украины в первую очередь от финансирования, от поставок вооружения, разведданных, услуг связи, это будет означать скорейшее завершение войны. Если вы сейчас
анализируете, да, украинскую прессу и заявления украинских политиков, то кризис наступит в июне, врут нещадно. Я анализировал ситуацию, могу сказать, что кассовые разрывы начнут возникать уже в конце апреля, и это гораздо раньше, чем лето. И если никаких дополнительных кредитов в МВФ или каких-нибудь других вливаний Украина не получит, это отразится на финансировании вооруженных сил Украины, ну, наверное, в первую очередь на выплате социальных пособий, что увеличит напряжение внутриполитической ситуации внутри. Надо не забывать, что у всех солдат, которые находятся сейчас на передке или в ряду вооруженных сил Украины, есть мамы, жены, дети, люди, которые зависят, да, от социальной функции государства. И если в тылу, да, люди начнут голодать или им перестанут выплачивать деньги, естественно, это отразится на общей устойчивости страны, и Зеленский это понимает. Конечно, Зеленскому, он изначально, вы, если помните, как самый главный мачо планеты бравировал и, в принципе, подстрекал и разжигал иранское противостояние с Ираном, да, он буквально поддерживал вторжение Соединенных Штатов. Ну, это не от большого ума, да, сейчас он понимает, что это в первую очередь отражается и в экономическом плане на Украине, да, потому что топливо значительно подорожало и наблюдается его дефицит. И это было одним из предлогов поехать туда, в регион. Да. Второе, понятно, что для Соединенных Штатов Америки взаимоотношения с Израилем как ключевым партнером, да, в мире, не только в регионе Ближнего Востока, являются более приоритетными, чем с Украиной. Поэтому приоритет в распределении систем вооружения будет в пользу этого региона, в пользу конфликта Израиля-Иранского, да, в котором участвуют Соединенные Штаты всецело. И поэтому это отразится, безусловно, и на поставках на территорию Украины. Кроме того, надо не забывать, что это ударит по Европе, и разговоры о выделении европейского кредита или новых, да, грантов со стороны европейских государств будет затруднено в связи с ухудшением финансового положения. Плюс надо не забывать об негативных отношениях между Трампом и Зеленским. Да, Зеленский ставил свою ставку на победу демократов в президентской кампании, естественно, потерпел поражение. Соответственно, это, несмотря на давнюю историю, да, Трампа, если вы помните, когда он, в принципе, обнародовал факты попытки вмешательства адвоката Трампа в расследование дела по Хантеру Байдену, да, что чуть не привело к импичменту Трампа, оно, соответственно, имеет уже давнейшую систему отношений и проецирует свое отношение не только на Зеленского, но и на отношение к Украине в целом. Кроме того, Саш, я думаю, у вас, как и у меня, достаточно широкий круг общения за границей, и вы прекрасно понимаете, как к этому конфликту и к Зеленскому, в частности, относятся большинство государств, да, и людей, которые там проживают. Все воспринимают Украину как бывшую часть Советского Союза, и поэтому предоставление ее в качестве полигона и площадки для того, чтобы воевать с Россией, воспринимается как предательство, в первую очередь, к своему народу, да, и не сильно большая дальновидность, а все, со стороны, имеется в виду Зеленского как лидера государства. А учитывая коррупционные скандалы, которые сейчас развиваются, в том числе последние заявления Трампа о том, что деньги, которые выделялись в виде грантов для Украины, использовались потом в избирательной кампании демократов, делает эту коррупцию международной, очень многое объясняет избирателям внутри Соединенных Штатов Америки. А я напомню, хищение денег налогоплательщиков – это одно из самых тяжких преступлений, которое будет иметь далеко идущие последствия для Зеленского, если этот вопрос будет развиваться и будут возбуждены соответствующие уголовные дела. Спрятаться ему не удастся нигде, поэтому, естественно, у него кардинально портится настроение. Плюс, давайте откровенно, все системы вооружения, которыми Зеленский пытается сейчас гордиться и рассказывает как система вооружения украинского производства, это информация исключительно внутренне ориентированная для того, чтобы показать украинским избирателям и гражданам о том, что власть Украины не сидела без дела, да, и на самом деле что-то там изобретала, производила, имеет собственный ВПК. Хотя большинство, как уже сказали, да, на самом деле все представители, не только я это говорил раньше, да, но об этом сейчас говорит Трамп, об этом говорят
чиновники европейских государств, да, что это лего-конструкторы с китайских запчастей, более того, с британским софтом, и поэтому никакой необходимости, кроме, наверное, тактического опыта, который приобрели наши вооруженные силы, да, не является применимым в зоне других боевых конфликтов. Потому что это не является, да, чем-то эксклюзивным, не является чем-то импортозамещенным, да, и все равно зависит от того, разрешит ли Китай в дальнейшем поставки этих комплектующих в Украину или в другие страны мира. И я хочу напомнить, что основные, да, двигатели или моторчики, которые используются в дронах, это электромоторы, да, они используются с помощью, производятся с помощью неодимовых магнитов, монополистом производства которых является именно Китай. Поэтому от него на самом деле зависят все производители дронов в мире поголовно, да, и время на импортозамещение если верить стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, которая была совершенно недавно принята, понадобится порядка 8 лет на импортозамещение и на налаживание внутреннего производства критичных технологий, которые используются в производстве дронов. Поэтому у Зеленского сплошное фиаско. Несмотря на его вояж, он не получил поддержки, у него растет, естественно, внутренняя истерика, связанная с теми событиями, которые мы только что с вами обсудили, да, с потерей финансирования, а, соответственно, с неминуемым окончанием войны, и, значит, с его персональной трагедией, поскольку это для него закончится, я думаю, фатально. Ну, смотрите, тут как бы фатально, не фатально, тут вообще, конечно, все очень переплелось с Ираном. Одни говорят, Украина ушла на второй план. Да, возможно, и в принципе это очевидно с точки зрения помощи, перераспределения оружия того же и так далее. Ну, это тут как бы спорить с этим нет смысла, но с другой стороны, все вокруг Ирана. Но с другой стороны, удар-то конкретно по Европе, от которой Зеленский ждет денег. Выходит, значит, Трамп. И давай, как бы у себя в соцсети, говорит, значит так. Если у вас есть два варианта, уважаемые, вы правы в том плане, что в Украине уже к концу апреля будут виллы в финансировании, не июнь. Это нам Южанина рассказала, что он там поговорила с министром финансов, и тут говорит, мы тут все перераспределили, в общем, июнь, а до июня что-нибудь будет, какие-то миллиарды, как-то, так, этак, выцеганим. На самом деле все гораздо стремительнее развивается. Сейчас, на самом деле, если еще месяц прошел, еще месяц, то летать будет некак. Европа же, она вся в самолетиках. Откройте флайрадар, друзья, и посмотрите там просто, как они, как электрички курсируют, лоукостеры друг между дружкой. Все, заканчивается время вот таких перелетов, потому что авиационное топливо становится дороже. Трамп пишет, хотите избавиться от этой проблемы? Два пути. Путь первый. Покупайте у США. Путь второй. Друзья уважаемые, соберитесь с силами и вперед на Ормузский пролив. И разблокируйте его сами. Это потрясающее видение как бы геополитики, это точно. Но, Евгений Владимирович, сегодня же там 31 число. Его принято сначала как день скорби, потом, я помню, там позапрошлый год как день Победы отмечали. Ну, типа, отбили же, вернули Пучу, Гостомель, там ряд населенных пунктов в Киевской области. И Кая Каллас приехала сегодня. Судя по всему, и уж точно, как бы поддержать Зеленского в его борьбе против Трампа и его мирных как бы инициатив. Интересен момент и нюанс, что 2 дня назад выходит посол-представитель ЕС в Украине, говорит, не будет в пунктах мирных членства. Ну, не будет, это невозможно. 1 января 27 год, это может красиво звучит, но этого не будет. Но я так понимаю, что Зеленскому что-то же нужно, чтобы уйти из Донбасса и запустить вот этот, перевернуться в мирный процесс. Членство в ЕС, говорят опять-таки аналитики, политологи, говорят, что в принципе хороший компенсатор. Ну типа какое-то, как-то, эдак, но членство. Как безвиз Порошенко. Правда, безвиз Порошенко не помог, а тут вряд ли сложно будет, скажем так, выдать за победу конкретный проигрыш и уход, отвод войск. Но тем не менее. Как вы думаете, Европа сейчас
Какие виды имеет конкретно на продолжение или остановку войны в Украине? И может ли так случиться, что европейцы возьмут и будут склонять Зеленского к тому, чтобы он принимал все условия? Ну, иначе тогда ничего не будет. Никаких ни копейки, никаких денег. Дорогие украинцы, дорогие друзья, надо перестать мыслить вообще через призму Зеленского. И смотреть на события тоже. Зеленский вчера. Зеленский заканчивается. Зеленского функция исполнена. На сегодняшний день, после того, как Соединенные Штаты потеряли интерес продолжения конфликта, попытки торпедировать Российскую Федерацию руками украинцев, да, этот проект закрывается. Европа не в состоянии его вытянуть. Я напомню, что Европейский Союз создавался, да, под протекторатом Великобритании по ее желанию. Да. Кроме того, если вы помните, блок НАТО создавался, первый его секретарь был лорд Эсмей, лорд, да, англичанин, который на самом деле говорил, что НАТО необходимо для того, чтобы держать Россию под угрозой, да, Германию разобщенной и Соединенные Штаты на территории материка. Но на самом деле это все было, и Европейский Союз создавался как проект Великобритании, и он подходит к концу. И Кая Каллас, да, если вы сейчас видите даже заявление европейских прокуроров, да, о том, что это один из главных коррупционеров, и расследуется коррупция в размере 67 миллиардов евро. И Кая Каллас обвиняется в том числе в закупке неправомерной вакцин для граждан Европейского Союза. Я вам могу сказать, что она уйдет вместе с Зеленским. То, что Украину не примут ни в ЕС, ни НАТО, я вам говорил с 2014 года. И буду продолжать это говорить. Это невозможно. Потому что Украина входила в орбиту Российской Федерации, Российской империи, Советского Союза. И она и западным миром, и Россия воспринимается как территория либо нейтральная, либо собственная. Вот она не может быть вражеской. И именно из-за этого в нашей стране война. Именно из-за этого я постоянно говорил о том, что Украина должна быть нейтральным, неблоковым государством, как записано в нашей декларации о суверенитете, чтобы не вызвать геополитического противостояния. Да, я постоянно говорил, только нас кивает в одну сторону у нас Майдан, и в другую сторону у нас происходят гораздо более серьезные потрясения. Поэтому не будет Украины в Европейском Союзе. Украину не взяли туда целенькой, не разбитой, благополучной, с полным населением. Сейчас ее Европейский Союз отрейдерил. Забрали все работоспособное население, энергетика уничтожена. На самом деле все ресурсы принадлежат Соединенным Штатам, американским компаниям, транснациональным корпорациям. Принимать ее незачем. Если вы думаете, что там Европейский сад, нам кто-то сочувствует, мир прагматичен. Мир руководствуется исключительно собственными интересами. Поэтому наши половые трудности, извините, знаете, как в той поговорке, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Так вот, наши проблемы не волнуют ни американцев, ни европейцев. То, что Зеленский предал наш народ и, еще раз говорю, устроил из нашей страны полигон, улыбаются все. Ну, не получилось, не шмогла, но теперь выгребайте сами. И помощи от них не будет на восстановление, в том числе это. Я вам не просто так говорю. Мы еще к этому же вопросу с вами подойдем в ближайшей перспективе. Поэтому обращать внимание сейчас и на европейцев тоже не стоит. Я думаю, что этот союз рухнет. И то, что сейчас делает Трамп и все его заявления Белого дома о том, что Соединенные Штаты, да, оказывают политическую и военную защиту европейским партнерам, а те, в свою очередь, да, никак не реагируют. И пошли дискуссии о лишении НАТО, да, 5 статьи, хотя она на самом деле весьма декларативная. И я вас уверяю, что во многих, да, кейсах, в том числе сейчас рассматривают вариант, если действительно с территории Прибалтики идет запуск, и она используется для атак на инфраструктуру Российской Федерации, то я думаю, в случае прямого противостояния Прибалтийских республик и Российской Федерации никакого вмешательства со стороны НАТО или Соединенных Штатов не последует. Да, ну, возможно, будет такая же помощь оказана, как Украине. И я хочу вам сказать тоже по одной простой причине, потому что Латвия, Эстония и Литва когда-то входили в состав
Советского Союза. И сейчас, когда происходит новый мирораздел, да, он происходит все равно по старым границам, по старым цивилизационным, историческим границам. И то, что Штаты говорят о выводе своих войск из Восточной Европы, это как раз вывод с территории стран, которые когда-то входили в Варшавский договор и находились под протекторатом Советского Союза. То есть однополярный мир, он себя исчерпал. Более того, Соединенные Штаты его не тянут, и Трамп победил не просто так. Если вы понимаете, точно так же есть американские элиты, олигархи, как хотите их назовите, их даже нет Forbes, потому что они континентальные, да, они, наверное, планетарного масштаба олигархи, да, потому что их олигархат, если олигархат на постсоветском пространстве формировался последние 30 лет, то Соединенных Штатов с момента их основания, да, то есть кто основывал Соединенные Штаты? Посмотрите отцов-основателей, посмотрите эти фамилии, это же очевидно. Так вот эти элиты, или вы думаете, там тоже, вы верите в реальную демократию, что там приходят несанкционированно кто-то к власти? Ну что, Приходят те, кто одобрены, американская мечта. Ну, кто был приходят те, никем, кто кто станет всем. приходит с определенной согласованной программой. И вот эта программа сейчас реализуется. И она реализуется в том треугольнике, который мы с вами обсуждали. Да? Москва, Пекин, Вашингтон. И каждый выполняет свою роль. И в том числе, ну, вы настолько реально считаете недальновидным политику США, да, или отсутствие их аналитических способностей, чтобы предсказать, чем будет развиваться конфликт в Персидском заливе. Вы не думали, что это вполне может устраивать часть элит? Что это может быть часть плана по развалу НАТО и Европейского Союза, о котором мы с вами давно говорили? Что это может быть продолжение части договоренностей, которые достигнуты в Анкоридже и в Пусане, да, и они просто сейчас обрастают какими-то мазками. Да, есть, конечно же, шанс, что Трамп, в принципе, наверное, как и любое государство, которое участвует в разделе мира, попытался себе отжать какие-то дополнительные сферы влияния, да, и территории. Но вполне возможно, это и часть уже существующих договоренностей, как бы это сейчас не казалось конспирологическим. Ведь на самом деле все встречи происходят не только во время официальных рандеву, да, первых лиц государства. Работа ведется постоянно, она ведется в подгруппах, она ведется через неформальные каналы Почему связи. войну не Это заканчивают? уже назрело. Ну вот смотрите, То тут же еще раз. тоже, почему войну не заканчивают? Ну вот мне так нравится вот это размышление о конспирологии. Заканчивает. Саш, нефть растет в цене. Смотрите, в Великобритании будет новый политический кризис. В Европейском Союзе начнется стагнация многих отраслей, значит, начнется смена на крайне правую, будет запрос политические силы. Сейчас победит Германия АДГ, да, во Франции, посмотрите, в Болгарии, да, уже 11-е правительство. Ну, нам просто, украинцам, да, об этом, наверное, просто сейчас все думают о своих проблемах, не особо следят за европейской политикой, но политический кризис – это следствие, да, во-первых, того, что идея Европейского Союза себя, исчерпала, б, потому что меняется мировая конфигурация, с, потому что, ну, европейская бюрократия себя не оправдала, раз, и второе, она действует не в интересах самих европейских государств, о чем прямо говорит и Орбан, и Фицо, и другие лидеры государств. Поэтому этот проект подходит к концу, да, этот проект Великобритании, еще раз повторяю, Великобритания уходит с арены, несмотря на все свое величие, которое она растеряла после Первой и Второй мировой войны, да, Лондон-Сити имел еще достаточно крупное политическое и геополитическое влияние, да, через свои инструменты, я имею в виду политические, через обучение детей, да, всей мировой элиты всех стран, потому что это престижное образование, через их вербовку, через спецслужбы. Друзья мои, ну мы же прекрасно понимаем, кто был инициатором конфликта в Украине и зачем он был развязан. Поэтому мы это с вами просто обсуждали много раз. Вот сейчас на этом идет жирная точка, и война – это катализатор по выбиванию ножек трона, да, из-под задницы, извините, монархов Великобритании и их геополитического влияния. Идет перераспределение и формирование новых центров. Поэтому, друзья мои, войны скоро закончатся. Да, безусловно, окно возможностей может тоже захлопнуться, это может перерасти эскалацией, но управлять досконально не может никто, да, если кто-то думает, что можно просчитать все возможные последствия, да, как-то их купировать, ну,
Я думаю, что это, знаете, из разряда книги «Как управлять Вселенной незаметно для санитаров». Всегда есть черные лебеди, всегда что-то выходит из-под контроля, и да, действительно, это все может свалиться и привести человечество к глобальному закату и глобальной катастрофе. Но если шанс того, что это все закончится, как мы с вами предполагали, к концу этого года, большой. Если шанс того, что произойдет перераспределение сфер влияния без ядерных катаклизмов, да, и ядерного противостояния, достаточно велики шансы. Да? То есть я вообще бы сказал, что, наверное, шанс использования ядерного оружия минимален, если не будет непрогнозируемых, да, вот событий, ну, типа прямого противостояния НАТО Российской Федерации. Ну, оно, Вот, кстати, вполне возможно, еще раз говорю, появится новый конфликт, да, и он, мне кажется, если Великобритания сейчас не уймется, не смирится и не придет к стадии принятия, да, возможно, произойдет конфликт между Пакистаном и Индией, да, что еще больше сместит фокус внимания с Украины, и, соответственно, ну, мы сейчас же эгоистично рассуждаем, да, своим будущим, да, что так или иначе приведет к окончанию конфликта у нас неминуемому, а дальше уже рассуждением о новых объединениях, причем, я думаю, в рамках большой Европы. Ну, вы знаете, тут как бы пахнет этим конфликтом с участием НАТО. Шведский самолет уже пишут, конкретно видят, разведчик координирует, летает возле границы и координирует вот эти удары, которые бьют финны, вы упоминали их. И действительно ситуация взрывоопасная. Кремль сдержанно реагирует, но немножко как бы сегодня Песков сделал заступ, говорит, что мы там изучаем возможности, если подтвердится, что это они, вот мы там изучаем, как ответить. Действительно, как бы вот Третья мировая считалась так, Зеленскому очень нужна. По какой причине? По простой. Ну, во-первых, Третья мировая уж точно все спишет. Ну, то есть вообще война все списала. Скажите мне. Ну, это когда условно Иран бьет по Украине, да, там Арабские Эмираты. А вам бьют мало по того, Ирану. что на стороне Украины сейчас участвует несколько десятков государств, да, финансированием, системами вооружений, инструкторами, помощью и так далее. Это Зеленскому не мало, мировая Евгений война? Владимирович, Зеленскому мало. Зеленскому мало. Смотрите, еще раз, перестаньте думать об этой, я не хочу ему давать характеристику, да, он пока еще является президентом Украины и пользуется какой-то поддержкой в государстве. Но, дорогие друзья, этот человек ввергнул страну в пучину войны, этот человек цепляется за войну как за способ пролонгирования себя во власти, да, и потенциальные коррупционные, да, схемы, которые он выстраивает вокруг себя, втягивает в них европейские государства, которые поддерживают этот конфликт путем финансирования и предоставления систем вооружений, потому что это личная выгода, да, и вы еще об этом узнаете, да, когда я говорил о многих вещах загодя, да, вы не воспринимали их всерьез, поверьте, и это мы еще обсудим через несколько лет. Но еще раз, надо забывать о нем. Поменялась мировая конъюнктура. У тех, кто раньше помогал завзято, да, больше не хватает ресурсов. Более того, они анализируют, а достаточно ли той толики финансирования, которую они могут предоставить Украине для хотя бы поддержания конфликта на определенном уровне, или это не в коня корм. Друзья мои, не в коня в корм. Но, вернее, не в этого осла корм. Извините, у меня уже других слов нет. Еще раз, Зеленский заканчивается. Друзья мои, как бы ни приезжала Кая Каллас, как бы они ни поднимали Бучи и все остальное, но вы понимаете, насколько это уже не актуально. Это уже как что-то откуда-то из вчера. Я понимаю, что это наша общая трагедия, которая была раздута до вселенских масштабов при приезде Бориса Джонсона, да, которая стала предлогом неподписания Стамбульских соглашений. Только я не хочу цинично противопоставлять одни жизни другим, но в Буче погибло гораздо меньше людей, чем Зеленский зарыл в землю наших военных и просто мирного населения, которое погибло с тех пор после того, как он отказался от выполнения Стамбульских соглашений. Напомню, что в Стамбульских соглашениях не было требований по Херсонской, Запорожской областям. А сейчас, мало того, что отдать Донбасс, смотрите, он же не говорит о том, что Россия больше не оставит те территории, которые сейчас занимает. Линия соприкосновения. В Стамбуле таких условий не было. Их не было. Более того, до начала войны не было вопросов, да, присоединения Донбасса.
были вопросы выполнения Минских соглашений, да, и автономии определенных у жителей Донбасса в составе Украины. Посмотрите, к чему мы дошли за 4 года. Поэтому то, что Зеленский сейчас попытается поменять рамку у вас в голове и рассказать про то, что он отстоял там суверенитет, независимость Украины, а ей ничего не угрожало, если бы Зеленский выполнил Минский, а не пошел бы на поводу у Великобритании. Если бы не попытался за счет своей страны, за счет нас, не за счет него. Поверьте, у него все хорошо, и вы прекрасно понимаете, что вся коррупция, которая есть в стране, возглавляется именно им. Так вот, за наш счет решить благополучие своих там следующих поколений, предоставив нас как полигон. Поэтому, друзья мои, давайте вообще перестать о нем разговаривать. Чем быстрее мы о нем... Нет, забывать о нем нельзя. Вот смотрите, таким вещам надо и таким людям надо давать оценку юридическую, да, но чем больше он будет сопротивляться, я думаю, тем больше шансов, что он получит совершенно другую оценку. Совершенно другую. Историческую? Не историческую, Саша. Смотрите, это подлец и негодяй, еще раз, за действия которого Украина заплатила миллионами жизней. И я думаю, что я не ошибаюсь, судеб точно. То, что сотни тысяч жизней, мы сейчас даже не будем спорить еще раз, неважно, да, каждая смерть — это трагедия. А когда человек умышленно идет и дальше пролонгирует эти события, понимаешь же, что он никогда не сможет вернуть Крым или Донбасс. Вот скажите, кто из вас думает по-другому? Или вы думаете, Зеленский это не понимает? Тогда любая отсрочка, да, по мирным переговорам, по прекращению войны — это еще десятки тысяч жизней, это миллионы судеб, это будущее нашей страны. И он умышленно это делает. Он делает это осознанно, не случайно, и нет никакой вундерваффе, да, или какого-то там изменившихся обстоятельств, при которых может быть какой-то благоприятный исход. Это же очевидно, об этом говорят все. То есть он вас использует просто как крепостных, как рабов, как людей, которые обеспечивают его благополучие, да, ценой собственной жизни, собственной свободы, собственных прав. Я вам буду две вещи хочу сказать. Первое, хочу оппонировать. Тут недавно выходит Зеленская и говорит, что я уже как бы поняла эту жизнь, как это быть первой леди. Если он, конечно, у него уже обязательства, если он почувствует, что я, конечно, его поддержу, если он пойдет на второй срок. Поэтому тут смотрите, тут вилами по воде писано. Забудь, уйди, я не прощу, или прощу, или, в общем, это все. Не-не-не, Зеленский с нами еще побудет. Он вцепился достаточно мощно в свои рычаги, вертикали, в свое зеленое кресло в кабинете Банковой. Но меня другой момент интересует сейчас. Это мы посмотрим. Вы заметили, как тема выборов ушла? А тема ТЦК пришла. Причем ужас, который происходит на улицах Одессы, там, других городов. Одессы почему я вспомнил отдельно? Потому что, прям таранят машины, лупят женщин, газ, мужиков. На утро они проснулись, написали версию, что хотели какого-то человека мобилизовать, а тот под влиянием вражеских пропагандистских пабликов ранил ТЦКшника, и сейчас он в больнице, там ему тяжело. Давайте пожалеем ТЦКшника. А то, что в этом во дворе одесском устроили прям гражданскую войну в миниатюре, закон, все, разберемся, все будет хорошо. И это в каждом дворе. Это в каждой области. И знаете, есть такое выражение, мы с вами его тоже обсуждали когда-то, Кулеба, да, который вице-премьер. Кладбище объединяет Украину. ТЦК тоже и беспредел этот объединяет Украину. Депутаты стали прям шелковые. Сырский выходит в интервью большом и говорит, надо хорошо как-то мобилизовать. И так смотришь на него, слушаешь, Сырский, ты ли это? А он прям как хоть к ране прикладывай. И все так озабочены, насупили бровки. И давай думать, как сделать эту мобилизацию хорошей. Не как войну закончить, не как вообще наказать вот этих негодяев, плохих людей, да, не хочу тоже выражаться матом, людоловов, как их наказать. А как сделать, чтобы хорошо тебе шлось на войну? Как вы думаете, этот очень серьезный рубец, эта рана очень серьезная, зарастет в этот рубец, или нам очень долго придется
зализывать, так сказать, и бороться с последствиями того, что предпринял Зеленский и Ермак, и Сырский. Саш, ну я думаю, что каждый украинец понимает, что ТЦК не действует в отрыве от власти. То есть, еще раз, для Зеленский торгует человеческими жизнями. Зеленский торгует мобилизацией. Зеленский торгует живой силой. Все остальное все же не украинское. Украинцы отдают только свои жизни. Европейцы отдают деньги, разведданные, системы вооружений и так далее. Гибнем мы. И это, как сказал один из американских чиновников, очень выгодная сделка для США, потому что ни один солдат США не погиб, а задача, гипотетически могла решиться, да, и привести там к внутриполитическим потрясениям внутри России, к смене власти, да, там, к восстановлению контроля над ее ресурсами. Не получилось, и в принципе украинцев не жалко. ВПК заработала, да, военное лобби заработало, все заработали, Зеленский со всеми поделился, да, но это главный свидетель. Так вот, Зеленский, дорогие друзья, это причина всех наших бед. Это человек, который создал ТЦК, благословил ТЦК, закрывает глаза на действия ТЦК. Если у нас люди сидят за посты в Телеграме, за посты в Фейсбуке и так далее, вы думаете, они бы не могли навести порядок с теми, кто это делает? Но они работают в интересах власти. Они работают в интересах режима, потому что режим держится на украинских жизнях, на украинских штыках, на украинских автоматах, на натовских автоматах, да, выданных украинским рукам. Поэтому, дорогие друзья, я могу вам сказать, меня одно порадовало. Я вчера прочитал новость, да, в Телеграме, написал об этом пост. Подпишитесь, пожалуйста, на Телеграм, чтобы оставаться на связи. Польша выделяет 120 миллионов долларов на строительство контрольной полосы, которая будет построена на границе с Украиной. Это забор, это тепловизоры, это камеры, это система оповещения онлайн для пресечения несанкционированного пресечения границы и реагирования на другие угрозы. То есть, мало того, что Польша, которая раньше выделяла деньги на помощь Украине, теперь благодаря Зеленскому, да, от нее отгораживается. И я напомню, что вся эта галичанская идеология с Бандерой, Шухевичем, УПА и так далее, волынской резнёй и всем остальным, да, которую Зеленский так и не признал, не покаялся, и поставил, да, во главу угла, сделав национальной идеологии, это кровавая рана на теле истории Польши, да, и это то, что будет разделять наши народы всегда, и то, что станет камнем преткновения. И поверьте, если бы дошло даже дело до вступления в Евросоюз, поверьте, сколько было бы требований и по репарациям, и по реституции, да, той собственности, которая была забрана у поляков, и о признании геноцида, да, польского народа со стороны украинских националистов. Но дело не в этом. Сейчас, отгораживаясь и укрепляя границу, они не позволят потом сбежать ни одному ТЦКшнику. И они будут либо преданы суду, либо тот, кто станет властью, так на несколько дней просто закроет глаза. Я думаю, люди справятся, разберутся, и те, в том числе, кто вернется с фронта, вспомнят, каким образом они были туда доставлены. И это не шутка, и я думаю, что это понимает сейчас и Сырский, и все депутаты, которые экстренно начали регистрировать законы, чтобы потом говорить, я же боролся с мобилизацией, это и Дима Разумков, да, и Марьяна Безуглая. Друзья мои, а чего же вы 4 года не боролись? Сколько миллионов людей ТЦК закинуло на фронт? Вы сейчас, когда война заканчивается, да, чтобы так чуточку беременно не навредить, да, а потом показывать, что вот мы даже законы регистрировали против этой бандитской власти и против этой бандитской мобилизации, поздно. Я почему и говорил, да, что все, кто находится сейчас в парламенте, они соучастники этого режима. И знаете, там, когда идут какие-то оценки, что вот эти, может быть, или вот эти, друзья, они не могут. Они все подельники режима. До, после, отошли, отчепились, да, стали какой-то управляемой оппозицией. Открывайте, как они голосовали за продление военного положения. Смотрите, если хочется прекратить незаконную мобилизацию, надо не голосовать.
за продление военного положения, например, которое нельзя продлевать 4 года. Надо либо войну объявлять, да, либо вот нельзя быть. Надо, помните, как в том анекдоте, либо крестик снять, либо трусы надеть. По-другому не получается. Поэтому, Саш, я думаю, что, еще раз говорю, да, сбежать им не удастся, и мы дадим им правовую оценку. Если что-то пойдет не так, ну, значит, отвернемся. И я думаю, что они свою оценку получат. Евгений Мураев был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, держитесь. Осталось недолго. Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь в Telegram, подписывайтесь на YouTube. Ссылки на Евгения Мураева в описании к этому видео. Также не забудьте лайк поставить, это тоже очень важно. Ну, недолго. У меня уже 13-й ТикТок. Вот тоже здесь в описании, везде. Подпишитесь, я его зарегистрировал теперь в другой зоне, потому что с европейцами бороться невозможно. Будем надеяться, он окажется более живучим. Зайдите, пожалуйста, и в Телеграме есть на него ссылка, и под каждым постом, и везде. Быстрая площадка, которая позволяет быстро вас информировать. Спасибо, Александр, за интервью и за возможность пообщаться с вашей аудиторией. Друзья, всем традиционно добра и света. Ну, раз недолго, тогда дождемся и будем жить. До скорого. В будущем точно.